Ну что, физкультурники, привет! Сегодня мы снимаем на улице, сегодня мы снимаем гимнастику. Как видите, у нас погода хорошая, все теплее и теплее уже становится. И надо возвращаться тренироваться на улице. И приятней, и комфортней, и вообще я, по крайней мере, люблю. Итак, сегодня мы делаем гимнастику, сегодня мы отрабатываем стойку на руках. Будет 3 упражнения, 3,5, там, грубо говоря, там упражнения, которые я буду сегодня работать. Сейчас я очень много уделяю времени, стараюсь много уделять времени именно на стойке на руках, потому что я хочу это упражнение довести хотя бы, чтобы я мог секунд 10-15 стоять нормально на руках. Да? И пока мы не начали, предлагаю вам, друзья, подписаться, поставить лайк, как всегда. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео, народ. Ну что, друзья, поехали! Итак, друзья, первое упражнение будет так-ап. Я его сейчас сделаю с резинкой. Сделаю пару сетов буквально с резинкой и парочку без. Но в чем здесь у меня прикол? Я не просто делаю так-ап и держу для планча, а я такой больше как планч и как стойка на руках отрабатывание, да, и при этом еще пресс handstand push-ups, потому что это тоже упражнение, которое я стараюсь сейчас отрабатывать вместе со стойкой на руках, потому что они как бы более-менее так связаны в стойке на руках все равно, да. Итак, в чем я пытаюсь тут делать? Я пытаюсь не просто вот так вот встать и стоять на локтях, да, коленями, да, а моя цель здесь, во-первых, постараться выпрямить колени, локти как можно ровнее и дальше уйти, и когда это начнет получаться, начать приподнимать колени, пытаться оторвать их от локтей. Вот эта вот часть уже намного сложнее, вот. И эта часть как бы уже намного сложнее. Когда уже начнет у меня уже лучше получаться, то есть когда я вначале буду уже выпрямить полностью локтями стоять, я начну уже тогда добавлять себе, буду стараться уже именно оторвать колени от локтей для того, чтобы именно вот держать тело в воздухе. И не просто отрывать и удерживать, потому что, как я сказал, я не хочу пока тренировать именно планч, а вот именно оторвать и попробовать поднять таз наверх и выжать себя в стойке на руках. То есть, в общем-то, выжать я себя могу в стойке на руках, да, но вот с этого положения пока еще сложно. Так что сейчас я его отрабатываю и через секунду вернусь со следующим упражнением. Так что далеко не уходите. Ну что, друзья, с первым упражнением мы закончили, переходим ко второму. Оно больше связано не только как со стойкой на руках, но также отработкой пресс handstand push-ups. Итак, оно делится на 2 части. Сейчас я вам покажу первую часть, да, и она больше такое в движении, динамическая, как на растяжку работа, а потом покажу еще вторую с резинкой. Так, где-нибудь мне так стать, чтобы место было. Значит, камера. Вот приблизительно вот так поставим. Итак, выглядит оно следующим образом. То, что мне нужно сделать, это я ставлю руки на пол, да, переношу вес на руки и стараюсь оторвать вперед плечи, оторвать ноги и ставить вперед. При этом надо перевести вес реально на плечи и на руки вперед. Вот это вот кажется вроде такое легкое, на самом деле не такое уж и легкое упражнение. Вчерашняя тренировка по тяжелой атлетике дает о себе знать, друзья. Да? После тяжелой атлетики делать и все, что связано со стойкой на руках, достаточно сложно. Уже трапеция убита, трапеция убита, плечи убиты. Просто полный кайф у меня сейчас, я вам говорю. Не пробуйте, но если кто-то хочет его испытать, обязательно попробуйте. Окей, друзья. Итак, мы переходим к третьему упражнению или 2.1, да, это то же самое будет больше работать на пресс handstand push-ups, пресс handstand, но я его делать буду с резинкой, потому что мне еще тяжело делать, ну, как я сказал, да, поднять ноги от земли, как раз очень тяжело, поэтому я первое делаю вот эти вот ходьбу, для того, чтобы чуть-чуть разогреться, размяться, подрастянуться, вот, и потом уже перехожу на работу с самой резинкой. Как это выглядит? Одеваем резинку, становимся на руки, поднимаем ноги. И все, что нам надо здесь сделать, то есть мне нужно немного подпрыгивать, чтобы поднять ноги, резинка просто чуть-чуть еще помогает. То есть я ушел вперед, она меня поддержит, чтобы я не упал. И мне просто надо делать такие небольшие прыжки для того, чтобы поднимать ноги вверх. И при этом резинка мне помогает удерживать тело локтями вперед. Ну, друзья, как видите, не очень простое упражнение, дается тяжело. Вот. Поэтому я его тоже отрабатываю именно с резинкой пока.
так как она мне помогает чуть удерживаться на руках лучше и при этом, да, возможность поднимать ноги. Обычно, если я, например, тренируюсь в зале, то тогда это упражнение делаю чуть по-другому. Я ставлю какую-то возвышенность под ноги, какие-нибудь толстые маты или еще что-то, да, и ставлю ноги на них, и с них чуть легче поднять, потому что ноги просто выше от земли, там, скажем, полметра плюс-минус, и поэтому чуть легче. В данном случае у меня ничего такого нет, поэтому приходится пользоваться резинкой. Так что, если что, можете взять на вооружение, друзья. Друзья, еще одну такую немаловажную вещь я вам хочу показать в этом упражнении, как оно может вам лучше помочь, да? Смотрите внимательно. В первый раз, когда я его делал, я пытался с мертвой точки, стоя ровно на ногах, просто поднять ноги. Кому это тяжело дается в самом начале, как я, это будет тяжело делать. Что можно сделать, чтобы улучшить, чтобы было легче это сделать? Это делать небольшую раскачку. Что значит? То есть не становиться в мертвую точку уже плечами вперед и попытаться отсюда. А уйдите чуть-чуть плечами назад, видите, как я. Потом вы просто толкаетесь вперед и по инерции поднимаете ноги. То есть выходит это вот таким образом. То есть мы стоим вперед, и поднимаем, опустились. Вперед и поднимаем, опустились. Вперед и поднимаем. И каждый раз можно еще попытаться задержаться на секунду наверху. То есть хотя бы секунду вот, закрепиться и опускаем ноги вниз. Не надо пытаться стоять долго и убивать плечи. Да? Просто вот зафиксировались и обратно. Попробуйте вот именно с легкой вот такой раскачкой, но вам очень поможет в этом упражнении. Ой, ну что, друзья, последнее на сегодня упражнение – это просто обычный баланс стойки на руках. Я его делаю грудью к стене, я его не делаю спиной. Можно делать так, можно делать так. Те, кто в самом начале, советую вначале подниматься и по системе кикап, да, отталкиваться ногой от пола и спиной к стене и держать там. Те, кто уже чуть больше подвинуты или в этой позиции уже может более-менее нормально стоять, поднимайтесь и стойте грудью к стене, потому что это чуть-чуть по-другому и чуть-чуть сложнее. И требует больше балансировки и рук. Погнали. Итак, поднимаемся мы по системе wall-walk. У нас стены, к сожалению, нету, но есть вот такая вот херня, называющаяся столбом. Правда, тут носки скользят и сложноватее будет. Окей, встали, выпрямились, воткнулись и пытаемся балансировать чисто на пальцах. Вот так вот. Всегда перетягивает жопа, извиняюсь за мой французский, меня вперед. Плюс тут еще полный кривой, но это ерунда. Но задницу у меня всегда почему-то перевешивает вперед. Погнали еще раз. Тут надо аккуратно, потому что столб железный, как вы понимаете. Носки скользят. И чтобы не улететь. И я еще стараюсь не становиться сейчас слишком близко к столбу, а специально стараюсь становиться чуть дальше. Что когда близко, чаще падаешь, касаешься. О, тоже лучше. Ой. Уф. Хорошо пошло. Как говорится, хорошо пошло. Как говорится, друзья, хорошо пошло, обещал вернуться. Итак, третье упражнение у меня будет вот это. Я буду отрабатывать стойку на руках просто возле столба. И тоже обязательно это делайте, если вы учитесь стоять на руках. Это одно из самых главных упражнений. Опять же, чтобы его делать... Я знаю, может быть, я его слишком рановато делаю, но я люблю чуть-чуть спешить и укорачивать путь, хотя это не всегда правильно. И, кроме того, я уже достаточно давно это делаю, у меня нет проблем именно в самой стойке на руках, у стены я могу стоять вообще без проблем. Вот, поэтому, если у вас в этом смысле есть достаточно сильные руки, балансировка хорошая с ногами на стене, да, или с ногами на столбе, там, то, что у вас есть, как бы, на чем вы тренируетесь, вы можете стоять, то есть у вас есть хорошая выносливость в руках, чтобы стоять на них, то, в общем-то, можно уже переходить и стоять, пытаться на нем тоже. Ничего страшного в этом нету, даже если вы только в начале. Просто у многих людей нету сил, нету выносливости, именно чтобы просто даже стоять вот возле стены на руках. Им сложно. Поэтому я бы таким людям пока не советовал. Но вы обязательно, как всегда, пробуйте, делайте, пишите в комментариях. И обязательно, не забывайте ставить лайки и подписываться. Очень важно. Надо набирать как можно больше сторонников и всем, кому связано, и всем, кому интересно тренировки и все, что с этим связано. Так что, друзья, я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих видео. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.